Всем привет! Сегодня у нас интересный расклад, но он в основном, мне кажется, только для тех, кто в теме. Тот, кто вот проходит манифест, тот, кто проживает арканы. Манифест почему? Потому что они учатся чистки делать, как дома своего, как своих чакр, так и себя и так далее и тому подобное. Тот, кто, как сказать, в эзотерике хотя бы путь начал, да? Ну, не для простых зевак, потому что они ничего не поймут. На манифест на проживание арканов ссылка в закрепленном комментарии и в описании к видео. Итак, давайте, я думаю, что начнем, потому что это расклад для тех, кому ничего не нужно объяснять. Так. Единичка. Как всегда, передо мной бумажка с вопросами, и давай посмотрим, какие у тебя ощущения ночью, что дает тебе понять, что в твои сны подглядывают. Еще раз повторяюсь, этот расклад для тех, кто хотя бы путь в эзотерике начал, да? Манифест, проживание арканов. Для простых зевак это будет, так сказать, без толку, потому что они все равно защиты ставить не умеют, только вот у них есть такое «придумай себе зеркальный дом». Ерунда, да, потому что это не защита, это просто фантазия. Для тех, кто в теме, начнем, да? Ну, у тебя ощущение, что тебе дают понять, да, что в сны подглядывают, что как будто у тебя рядом кто-то стоит. Ну, когда ты лежишь, но не физически, энергетически. Ночью вот все спят, вокруг тишина, твоя защита, она ослабевает, если она вообще есть, да? И тут вот этот кто-то, кто лезет к тебе в голову. У тебя вот есть такие сны, где ты одна денешенька, да, идешь по каким-то местам, а ощущение, что за тобой наблюдают. И вот это тебя не покидает ни на секунду. И просыпаешься с чувством, что в комнате ты не одна. Даже когда глазки открываешь, первые секунды кажется, что вот кто-то быстро отошел от кровати. И ты уже замечала. Утром чувствуешь себя вот как этот лимон выжатый. Хотя спала вроде нормально. Это потому, что твоя энергия всю ночь утекает к этому невидимому зрителю. Еще есть такая привычка перед сном двери запирать. Замки проверять, там окна. Это инстинктивно ты создаешь защиту. Но ты даже не понимаешь, для чего ты это делаешь. И вот от этого существа физические барьеры, они ж не помогают. Оно приходит через сны, через астрал. И ты это чувствуешь всегда нутром. Иногда даже снятся сны, где ты вот в своем доме, да, а там кто-то чужой ходит. Роется в вещах твоих, мысли твои читает. Чтобы проверить вот именно сейчас, поставь на паузу, если ты одна дома, поставь на паузу видео, и вот ты почувствуешь, что ты не одна. Вот ты сделай вот это. И это ж не просто кошмар. Это реальное вторжение в твое личное пространство, только на тонком плане. Какая сущность или дух это делает? Ну, знаешь, это не какой-то там милый Каспер из мультфильмов или из фильмов. Тут лезет конкретная тварь, которая питается чужими переживаниями, чужими страхами. Она специально выбирает женщин, которые много думают, много переживают, мучаются бессонницей. Вот, как сказать, эмпатично, не эмпатично, а вот, как сказать-то это, мнительно. Извиняюсь, я слова забываю, потому что вот так вот. И ты же тоже не из тех, кто сильно себя накручивает по любому поводу. Вот именно таких она любит, максимально эмпатичных, но и не слишком накручивают которые. И вот эта сущность, она старая, причем очень старая. Она уже кучу жизней провела, цепляясь там за людей, высасывая из них эмоции.
И сейчас она в переходном состоянии между мирами, и она не может перейти дальше, потому что привязалась к земному плану через чужие страхи, через чужие тревоги. И чем больше ты нервничаешь, чем чаще ты ночью лежишь с открытыми глазами и прокручиваешь все свои проблемы. И вот чем больше ты прокручиваешь проблемы, тем сильнее она к тебе прилипает. Физического тела нет, но есть очень сильная потребность чувствовать через других. Вот твои сны для нее как кино, где вот эта вот сущность — главный зритель. Особенно ее привлекают сны про отношения. Про отношения, про страхи, связанные с отношениями, про неудачи в отношениях. Она буквально жрет твои вот эти переживания ночные, да, как вот попкорн в кинотеатре. И чем ярче эмоции во сне, тем больше она наедается. И вот иногда, когда ты просыпаешься, и ты чувствуешь, что вот прям как будто наяву сон был. Вот это самое ее любимое. Для чего это ей? Ну, знаешь, ей нужна твоя жизненная сила, твоя энергия. У тебя вот очень богатый внутренний мир, где много фантазий, переживаний, планов. Ты постоянно что-то обдумываешь, постоянно строишь в голове разные сценарии. И вот для этой сущности ты как аккумулятор на батарейке. Ой, от батарейки. Понимаешь? Ты полна энергии, которую можно тянуть без остановки. И она обожает прям успешных, сильных женщин, которые много в жизни добились, но вот мнительными немножко остались. И ты из таких, независимая, решительно, у тебя цели, амбиции, но просыпаясь, ты чувствуешь себя вот, ну выжат ты как лимон. Вот я не могу объяснить, это вот когда ты вроде спал, но как будто всю ночь картошку копал. Вот примерно вот так. И такие люди, как ты, генерируют очень мощную энергию, особенно когда спят. И вот эту энергию она и ворует каждую ночь, пока ты беззащитна. Через твои сны она, знаешь, жизнь твою изучает, планы твои изучает, слабые места особенно изучает. Потому что какая бы ты ни была снежная королева, есть у тебя слабые места. Хоть какую ты там маску одевай, ну, это не поможет. И вот, знаешь, ты иногда просыпаешься с таким ощущением, что кто-то знает все твои секреты. Вот, знаешь, ощущение такое, что проговорилась. Хотя никому, даже ни подругам, ничего не сказала. И вот просыпаешься с ощущением «все, пипец». Потому что эта тварь, она реально их знает. Она роется в твоем подсознании, как вот в библиотеке, и мысли твои читает, эмоции, воспоминания. И эту информацию она использует, чтобы еще глубже к тебе привязаться. И вот от этого у тебя ощущение, вот ты не знаешь почему, но у тебя ощущение, что ты проговорилась. Ну, все свои страшные тайны я имею в виду. Подсознание не обманешь, а вот сознание у тебя нет-нет догадывается. И этой твари не нужно тебе навредить физически, нет. Как говорится, зачем убивать корову, если можно долго доить молоко? Вот понимаешь, да? Вот она хочет, чтобы ты жила долго и продолжала быть ее вот этим личным источником энергии. Поэтому будет подкидывать тебе там сны тревожные, чтобы ты больше переживала, больше генерировала эмоций для вот ее питания. Вот я тебе объясню, и ты меня сразу поймешь. Ты спишь, и вот во сне что-то такое происходит, чего ты даже не помнишь, но ты наяву физически вздрагиваешь так резко. Я вот не знаю, как тебе объяснить, но мне не нужно тебе объяснять. Если расклад твой, то ты поняла меня. Прям физически наяву ты вздрагиваешь. Так, ну тут все понятно, да? В манифесте учись защиты ставить, потому что если ты есть в манифесте, ты, наверное, не очень тщательно эту главу изучала по защитам. Так, давайте перейдем на второй вариант.
Двоечка. Кто подглядывает в твои сны каждую ночь? Ну, напоминаю, да, передо мной бумажка с вопросами, объяснять вам ничего не нужно, потому что расклад в основном поймут те, кто арканы проживает, и манифест. Какие у тебя ощущения ночью, что дает тебе понять, что в твои сны подглядывают? Ну, знаешь, у тебя полная дичь прям творится. Ты спать ложишься, а мозг не выключается. Наоборот, он начинает работать вот на полных оборотах. Во сне ты вот постоянно куда-то бежишь, мчишься, едешь, летишь. У тебя там нет ни секунды покоя. И вот эта гонка во снах, она не твоя. Кто-то заставляет тебя нестись по всем вот этим ночным мирам, причем с бешеной скоростью. И просыпаешься разбитая, как будто всю ночь, знаешь, вот на перегонки как будто с кем-то бежала, как будто вот с кем-то соревновалась. Ноги тяжелые, голова гудит, хотя ты-то спала. А ощущение, как будто ты не спала, а всю ночь бежала. Кросс-марафон, неважно. Во снах ты все время получаешь информацию. То кто-то кричит, то записки подсовывает, то вот сообщения приходят. И если ты знаешь, что у тебя было такое ощущение, что если телефон беззвучный, то у тебя во сне кажется, что вот этот вот, ну, я не знаю, как объяснить, да, не трынделка, как она называется-то? Вибрация у телефона как будто. И ты просыпаешься, нет, ничего. Если телефон со звуком, то у тебя ощущение, как будто вот ты-дын, вот это было. Твой мозг работает, он как компьютер, который кто-то удаленно, как говорится, взломал. И самое стрёмное, ты вот чувствуешь, что твои мысли во сне, они не твои. Они приходят откуда-то извне. Быстро, прям резко, агрессивно. Иногда вот ты думаешь такая, да, вот как объяснить сейчас? Вот смотри, лежишь, и вот чего-то такое начинаешь думать страшное. Но ты понимаешь, что ты не такая. Это вот, я не знаю, как объяснить, но ты меня, я думаю, поняла, если для тебя расклад. Потому что вот мысли приходят, которые вообще не твои, то есть которые противоречат всей твоей природе. И утром ты помнишь вот обрывки там вот этих чужих мыслей и думаешь, это же не я так думаю, я же так не могу думать. Понимаешь? А еще во снах ты постоянно что-то ищешь, кого-то преследуешь или вообще от кого-то убегаешь. То есть не расслабиться, не отдохнуть. Сплошная вот эта работа на износ. Кто-то использует твой сын как вот, как сказать, как тренажерный зал для своих целей. Понимаешь? То есть, например, лежишь, да, никогда не думала там, я тебе образно скажу, да, про еду, чтобы ты меня поняла. Вот смотри, например, ты не любишь там блины, да, например, возьмем, давай образно блины, и ты думаешь про эти блины всю ночь, хотя они тебе и нафиг не упали. Это образно. Вот и вот так вот всю ночь. Так какая сущность или дух это делает? Тут вообще, да, сила и луна. Очень хитрая тварюга, я бы сказал, которая прикидывается твоим защитником. Она прям мощная, она сильная, но она коварная прям до ужаса. Вот эта сущность, она подключается к твоей энергии под видом помощи. Мол, там, она тебя ведет по жизни, говорит тебе, там, подсказывает, оберегает, и тебе кажется так. А на самом деле она тебя дрессирует, как собачку. Она питается твоими инстинктами, твоей интуицией. Знаешь, у тебя уже есть внутренний голос, который тебе подсказывает, что делать. Так вот, эта тварь его перехватила и теперь говорит твоим голосом. Вот у тебя в голове голос, но иногда ты даже, как сказать, думаешь, что ты так не можешь думать. Я вот не знаю, как объяснить, но ты меня поняла. И ты думаешь уже, что следуешь ты своей интуиции, а на самом деле ты выполняешь ее команды. И вот эта сущность, она древняя. Она очень опытная в манипуляциях. Она умеет казаться доброй, мудрой, заботливой.
Во снах ты ее не видишь, но ты чувствуешь ее присутствие как что-то такое знакомое и родное. И она специально маскируется под твою внутреннюю силу, чтобы ты не заподозрил подвох. Понимаешь? И вот хуже всего она работает через твое подсознание, да, по Луне. Все твои вот эти страхи, комплексы, желания тайны, она их наизусть знает и использует против тебя. Подсовывает, знаешь, во снах именно те образы, которые заставят тебя испытать нужные ей вот эти эмоции. То есть, знаешь, ты для нее как гитара. Ну, объясню по-другому. Как музыкальный инструмент. То есть она знает, на какие струнки нужно клацать, да, ну вот нажать, чтобы получить нужный звук. Для чего это ей? Ну, рабочая энергия нужна. То есть твоя способность делать дела, доводить все до конца. Ты же вот не из тех, кто вот не бросает, да, начатое на полпути. Вот именно эту твою упертость она ворует каждую ночь. Объясню, чтобы ты поняла, как сигнификация. Вот смотри, например, сейчас просто вспомни, как 5 лет назад, 10 лет назад ты абсолютно все доводила до конца. Берешься, начинаешь, заканчиваешь. У тебя была такая схема. А теперь нет. Теперь у тебя вот после там 5-10 лет, заговорился, объяснить не могу. Вот сейчас у тебя нет такого. Сейчас ты начинаешь и ни хрена ничего не заканчиваешь. А раньше это было нормой. Начала, значит, закончила. И вот пока ты спишь и работаешь во снах, да, она перекачивает вот твою вот эту энергию, там, как сказать, на свои проекты в других мирах. Понимаешь? И у нее там целая империя уже построена на чужом труде. Она собирает людей, как тебя, да, таких трудолюбивых, целеустремленных, и использует их как батарейки. Твоя энергия идет на строительство ее, ну, образно говоря, да, астрального бизнеса. И знаешь, вот почему днем ты иногда чувствуешь, что работаешь не на себя, а на кого-то невидимого? Вот это потому, что так оно и есть. Понимаешь? И еще она планирует получить контроль над твоими реальными делами. Сейчас вот она только наблюдает, изучает, как ты работаешь, какие у тебя методы, связи, возможности. И ты чувствуешь, что вот с каждым месяцем, с каждым годом у тебя меньше возможностей. Понимаешь? Потом она начнет подсказывать тебе решения, которые будут выгодны ей, а не тебе. И ты будешь думать, что это твои гениальные там идеи, а на самом деле это ты выполняешь ее задание. Конечная цель — сделать из тебя, грубо говоря, своего агента в этом мире. Чтобы ты строила ее вот этот бизнес, как говорится, земной, не понимая сама, чего делаешь. И ты сейчас даже можешь, как сказать, не почувствовать, а вот вспомнить, что начиная дело у тебя огромный энтузиазм, но что-то ты сделала, какой-то, как сказать, не заскок, а какая-то ступенька, и ты заканчиваешь. Хотя ты не понимаешь, ты же не закончила. А энергии нет дальше продолжать. Ты бросаешь, но на самом деле ее дело ты закончила. Понимаешь? И все это она хочет поставить себе, как говорится, на службу. А ты будешь думать, что ты просто там, как сказать, просто перегорела. Вот так вот. Ну, понимаешь, да, когда перегораешь, но не понимаешь, энергии-то много, а делать не хочется. И лени нет причем. Также защиту ставь в манифесте. Научись и поставь, чтобы она к тебе не подключалась. Итак, давайте перейдем к третьему варианту. Троечка. Как всегда, передо мной бумажка с вопросами. Я повторюсь, расклады сегодня для тех, кто арканы проживает и манифест проходит.
Ну, просто вы, как сказать, не смотрите, если вы мнительны и так далее, потому что, ну зачем это вам? Так ведь? И просто что-то сделать могут проживающие в арканах и в манифесте, а вы просто напугаетесь. Поэтому просто не смотрите. Так, троечка. Ну, как сказать, передо мной бумажка с вопросами. И какие ощущения у тебя, что дают понять, что в твои сны подглядывают? Ну, знаешь, а ты во сне чувствуешь, что тебя кто-то хвалит, постоянно одобряет, говорит: какая ты у меня умничка, ты молодец. Но это не твой внутренний голос. Это как будто вот кто-то чужой, кто-то подлизывается к тебе через сны. И ты просыпаешься с ощущением, что тебя как будто погладили по головке. Но при этом внутри чувство противное. Ну, что-то тут нечисто чувствуешь. И во снах ты постоянно кого-то побеждаешь. Всех там, как сказать, всех обходишь. Все тебе завидуют, все аплодируют, у тебя все удалось во снах. Например, там почувствовал, что начальником огромным стало, там, президентом и так далее и тому подобное. То есть выигрыш. И все слишком идеально складывается. То есть даже подозрительно идеально. А потом весь день ты ходишь в приподнятом настроении, думаешь о себе лучше, чем есть на самом деле, и это не случайно. Это кто-то специально накачивает твое эго через сновидение. Самое стрёмное, что ты зависла в этом состоянии. Днем ты ждешь ночи, чтобы опять, как говорится, окунуться в эти сладкие сны, где ты королева мира, президент планеты. А если сны не приходят, то ты чувствуешь себя пустой, как вот зависимый человек. Понимаешь? Сны не приходят, чувствуешь себя никчемной. И ты подсела на вот эту ночную лесть, как на запрещенные вещества. Кто-то держит тебя на крючке, кормит твое эго, твое самолюбие порциями, чтобы ты стала зависимой. И еще ты заметила, что утром встаешь, как будто вот не в своем теле. Голова ясная, а тело тяжелое. Как будто всю ночь ты в позе, как говорится, висела неподвижно. Потому что твоя душа была связана, пока этот кто-то работал с твоим сознанием, понимаешь? Какая сущность или дух это делает? Ну, в лес очень умный и расчетливый душок. Этот тип, он, знаешь, он не просто так болтается в астрале. Нет, у него конкретная цель и четкий план. Он вот, как сказать, он как специалист по промывке мозгов. Ну, через сновидение только. Работает как хирург. Точно, аккуратно, без вот этого лишнего шума. И вот эта сущность, она была человеком. Причем очень влиятельным. Там, ну, кто там у нас? Политик, какой-нибудь бизнесмен. Кто-то, кто из тех людей, кто людьми мог управлять. И после смерти он дальше не ушел, а просто остался здесь, потому что он не может жить без власти над другими. И теперь он коллекционирует людей через вот их сны. Он выбирает, знаешь, тех, кто легко лести поддается, кому не хватает там признания в реальной жизни, серые мышки. Вот ты как раз из таких. Ты работаешь, стараешься, а никто не замечает. Вот он и подкрался именно вот с этой стороны. Ты всегда чувствовала себя серой мышкой, а во снах королева. И он стал давать тебе через сны то, чего ты не получаешь наяву. И он очень терпеливый, этот дух, очень. Он, знаешь, он не торопится, он не давит, он просто каждую ночь понемножку меняет твое восприятие себя. Внушает тебе, что ты особенная, что ты избранная, что на планете вся планета. Вот, знаешь, не знаю, смотрела ты фильм этот, шоу Трумана. Вот у тебя иногда такое ощущение. Как будто ты на самом деле одна на планете, а все остальные не настоящие. Как будто все создано только для тебя. Вот нет-нет, у тебя хоть один раз в год такое вот проскальзывает. Это вот как сигнификация тебе. Это он делает. И он делает, что так, как будто ты, как сказать,
недополучаешь, что ли, вот. Как будто ты заслуживаешь большего, у тебя такое ощущение. А потом вот эту твою раздутую самооценку он будет использовать для своих целей. Но хуже всего, что он умеет читать мысли, подстраиваться вот под каждого человека индивидуально. Он тебя изучил как вот книжку, которая зачитана до дыр. И уже знает, какие кнопочки нужно нажимать, чтобы ты танцевала под его дудку. Для чего это ему? Ну, потому что он тебя к большому разочарованию готовит. Весь вот этот цирк с хвалебными снами — это подготовительный этап. Объясню. Вот смотри, сначала он накачивает вот твое самомнение, эго твое до небес, а потом резко сбросит тебя вниз. И вот в этот момент вот этого падения, он и получит то, что ему нужно. Этому духу нужна твоя боль, чтобы ты поняла. То есть, как вот объяснить? Есть такая поговорка: хочешь сделать несчастным человека, дай ему все, вот дай ему абсолютно все, а потом забери. Вот он этого хочет, понимаешь? Ему нужна твоя боль, такая острая, свежая, вкусненькая от твоих разбитых иллюзий. Когда человек падает с большой высоты, он производит вот особый вид энергии отчаяния. И вот этот, назовем, деликатес, да, он ему и нужен, он им питается. И чем выше вознесет тебя во снах, тем больнее падать в реальности. Понимаешь? И он уже наметил момент, когда нанесет удар. Скорее всего, это будет связано с работой, с отношениями, там, где ты вот особенно уязвима. Подтолкнет тебя к какому-то опрометчивому поступку, да, убедив через сны, что ты все можешь. А когда ты потерпишь провал, да, фиаско, он будет рядом и урожай собирать из твоих слез. Но это еще не все. После того, как ты разобьешься, он предложит тебе еще утешение. Опять через сны. И опять будет показывать тебе вот эти вот все и способы мести, и планы, как сказать, вот, реванша. То есть разжигать в тебе злость и обиду. И превратить тебя вот в свой инструмент мщения в реальном мире. Конечная цель — сделать из тебя вот одержимую, которая будет разрушать жизни других людей. Будешь, как сказать, сплетни любить, вот такое вот все. Хейт, вот хейтеры такие. Вот сами хейтеры, вот как раз они уже под полным влиянием вот таких сущностей. То есть, когда вот, знаешь, вот эти вот мошенники телефонные, которые бабушек разводят же, вот, совести нет. Вот они, потому что вот ими питается такая вот штука. Понимаешь? И тебе будет казаться, что ты восстанавливаешь справедливость, что у тебя обостренное чувство справедливости. Но нет, увы. Это он управляет тобой и внушает тебе, что ты восстанавливаешь справедливость. Везде тебе кажется, все, как говорится, наворовали. Ну, вот так вот. И ты хочешь отомстить, вот это все. Это вот эта сущность, она так себя ведет. И он будет процессом всем из-за кулис управлять, питаясь болью, которую ты причинишь другим, питаясь вот этим всем негативом, который ты будешь причинять другим людям. Понимаешь? Понимаешь. Вот такой у нас сегодня расклад. Приходите в манифест, учитесь ставить защиты. Ссылка в описании к видео в закрепленном комментарии. И помните, что дед всегда рядом.